В эфире информационная сводка. Черноморский флот России предупреждает мореплавателей о минной опасности в северо-западной части Черного моря. Как сообщили Минобороны, это связано с украинской морской миной. Она была обнаружена в бесконтрольной дрейфующей воде и создавала угрозу судам. Боеприпас был выставлен бойцами ВСУ еще в начале 2022 года во время беспорядочного минирования прибрежной акватории. И теперь неизвестное количество мин дрейфует в Черном море, неся угрозу судоходству. Пентагон может задействовать до 3000 резервистов для сдерживания России. Байден дал распоряжение усилить американское присутствие в Европе. Представители Пентагона заявили, что этот шаг не увеличит общую численность американских войск в Европе, которая сейчас составляет около 80 тысяч человек, но потенциально изменит их состав. Еврокомиссия ужесточит с 2024 года условия финансовой помощи Украине. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Добровскис в Брюсселе. Теперь средства будут перечисляться только в обмен на проведение реформ, необходимых для вхождения Украины в ЕС, а также подписание инвестиционных планов на период реконструкции страны. Сейчас Украина пока получает европейское финансирование без предварительных условий. Глава Пентагона заявил, что применял кассетные боеприпасы в бою. Цитата: «Я знаю, как действуют эти боеприпасы. Я действительно применял их на поле боя». Об этом сказал Ллойд Остин в интервью CNN, отвечая на вопрос журналиста о том, осознает ли он опасность применения такого вида вооружений. Министр обороны США не уточнил, когда и при каких обстоятельствах использовал кассетные боеприпасы. Он участвовал в военных операциях США в Афганистане и Ираке. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине закончится, когда этого захотят США. По его словам, мир не понимает, почему Вашингтон не желает этого. Кроме того, он отметил, что сама Украина потеряла суверенитет, и у нее нет денег, а также военной промышленности. Все она получает только от Запада. В Швеции новый скандал. Полиция дала добро на акцию с сожжением еврейской и христианской Библии перед посольством Израиля. Решение тут же получило оценку премьера Израиля Нетаньяху. Он назвал это решение позорным и наносящим ущерб святая святых еврейского народа. До этого в Стокгольме также жгли Коран. Акция прошла в конце июня и вызвала протесты множества стран, от Алжира до Турции. Россия направила за рубеж материалы о преступлениях Украины. СПЧ при президенте России выявил факты преступлений киевского режима против мирного населения и военнослужащих России. Помимо прочего, в подборку вошли свидетельства иностранных журналистов. Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей военной поддержки. Об этом заявил глава Совета СПЧ Валерий Фадеев.